Вся запись пошла. Ира стоит, Ира где стоит? Я думаю, что вот сейчас мы дойдем до кирпичика и опустим платье, будешь красиво. Ярик, туда иди, там снимай. Привет! 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 Всем привет! Здрасте, всем здрасте. Эй. Поздоровайтесь, поздоровайтесь. Привет. Чё? Я тоже не сюда понимаю. Что такое, да? Здравствуйте. Привет. Привет. Ну ладно, чего? Надо было поправить. Привет. Привет. Вот, видишь, комната есть. Комната жених. Сегодня я буду оператором. Здесь у нас комната гостей. Там у нас тут комната невесты сейчас фотографируется. Это бабушка. Вот комната жениха. Здесь у нас все остальные. Добрый день, уважаемые жених и невеста, уважаемые родители и гости, дамы и господа. Я рада приветствовать всех вас в этом зале от имени коллектива отдела ЗАГС города Комсомольска, Управления записи акта гражданского состояния Республики Корея. Сегодня замечательный праздничный день в жизни двух влюбленных. Сегодня появляется на свет новая семья. И это прекрасно, когда люди находят друг друга в нашем огромном мире, чтобы больше никогда не расставаться. 11 ноября 2023 года вступают в брак граждане Российской Федерации Иван Александрович и Екатерина Николаевна. Уважаемая жених и невеста, для вас наступает торжественный и очень ответственный момент. Перед государственной регистрацией вашего брака
В соответствии с требованием семейного законодательства Российской Федерации, я обязана задать вам самый главный вопрос. Является ли ваше желание стать супругами взаимным, обдуманным, свободным? Прошу ответить вас, Иван. Да. Прошу ответить вас, Екатерина. Да. Ваше взаимное согласие, высказанное в присутствии ваших родных и гостей, позволяет зарегистрировать ваш семейный союз. Я приглашаю вас скрепить своими подписями запись акта о заключении брака. Прошу вас подойти к столу регистрации. Зажигаем свои фонарики. Музыку мы сейчас там максимально делаем. Так, меняемся местами. Так, фонарики. К сожалению, сегодня вот у нас вот такой у нас эксклюзив. Прямо как на концерте какой-нибудь рок. Ну что ж, вы так вот немножечко. Можно? Можно сфоткать? Да, сейчас я фонарь. Наша служба. Дальше только встаньте, чтобы... Не слепить. Вы регулируете, куда мне светить, скажете? Я вообще, как скажете, я вообще, ну все, вот так? Да. А что руки-то дрожат? У меня, ты посмотри. Замечательно. Так, ручку раскладывайте. Меняйтесь местами. Можете. Лучшего талисмана супружеской любви, чем обручальное кольцо, человечество за все время своего существования еще не придумало. И вот пусть ваши колечки станут такими талисманами для вашей семьи и хранят ваше семейное счастье. По старинному обычаю, в знак взаимной преданности и верности, подарите друг другу обручальные кольца. Жених дарит колечко невесте. Чуть-чуть подсвечиваем, да, нашу палку. Кольца. Невеста, жених. Но поддержите аплодисментами. Центр зала на свои почетные места возвращается. Аплодисменты. И вот с этого самого мгновения, на каком бы расстоянии друг от друга вы не находились, теперь посмотрите на свои колечки и сразу почувствуете сердцем близость и тепло, заботу и любовь. С сегодняшнего дня уже официально, даже документально, родного вам человека. Ну что ж, ваша заветная «да» прозвучала. Подписи в актовой записи вы поставили, и обручальные колечки зажглись на ваших руках. Все формальности соблюдены, и мне осталось произнести самое главное. Уважаемые Иван и Екатерина, в полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, по вашему взаимному желанию и согласию, в отделе ЗАГС города Петрозаводска ваш брак зарегистрирован. Ура!
властью, данной мне государством, объявляю вас мужем и женой. Можете поздравить. Не годится, поцелуй, аплодисменты, давайте. Замечательно. Что можно делать еще в темноте, как не целоваться? Ну что ж, дорогие мои, я вас от всей души поздравляю с днем рождения вашей семьи. И вручаю вам ваш первый очень важный семейный документ, свидетельство о браке. По традиции я передаю его в надежные мужские руки, главе семьи. Аплодисменты главе семьи. С этого момента вы уже становитесь главой своей собственной семьи. И на ваших плечах лежит огромная ответственность за ваш дом, за благополучие ваших близких. Пусть вашей прелестной спутницы всегда будет рядом с вами очень спокойно, а главное, очень надежно. Чтобы не просто замужем, а замужем, как за каменной стеной. И пусть ее глаза всегда вот так же сияют от счастья, на губах играет нежная улыбка. Ну а вы, Катюша, теперь хозяйка дома, хранительница семейного очага. Аплодисменты прелестной хозяйке дома. Теперь от вас зависит, как тепло, как уютно будет в вашем доме, какая там будет царить атмосфера. Я желаю вам всегда оставаться для своего супруга такой же милой, прекрасной, желанной, лучшей женщиной на свете. Дорогие друзья, сегодня в этом зале ваши замечательные, зажигательные, веселые гости. Аплодисменты. Они так искренне радуются за вас. Они пришли разделить с вами ваш праздник, ваше счастье. Ну а среди них те, для кого этот день особенный. И они сейчас очень волнуются, переживают и очень радуются за вас. Для этих замечательных людей вы, сколько бы вам ни было лет, всегда останетесь любимыми детьми. Дорогие родители, я поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни. У вас очаровательные ребята. Сегодня они создают свою семью, но им всегда будет необходима ваша поддержка, ваша забота, ваш мудрый, добрый и самый надежный на свете совет. Как самых почетных гостей в этом зале, я приглашаю вас первыми поздравить своих чудесных деток. Под бурные аплодисменты. Дорогие гости, присоединяйтесь, пожелайте молодоженам счастья, и пусть ваши пожелания сбудутся. Так, фонарики достаем и подсвечиваем себя красивых, чтобы все вас видели. Снимал, все снимал.
Конечно, то, что в темноте, это плохо. Ну, что здесь? Там где-то напишешь потом или скажете, что... Не, вот не вместе, Все, да? Дорогие Иван и Екатерина, вы вошли в этот зал. Световой меч. Ага. Теперь вы муж и жена. Поменяйтесь, пожалуйста, местами. Катюша, с этого дня ваше место рядом с сердцем любимого вам мужа. Дамы и господа, Иван и Екатерина, аплодисменты. Забыли, аплодисменты. Я от всей души вас поздравляю. Я желаю вам много-много счастья, много-много любви, достатка и благополучия в вашей семье. Ну а сегодня приятного, незабываемого свадебного торжества. Дорогие гости, всех вас поздравляю с чудесным событием. Всем вам желаю счастья, удачи, любви. А сегодня приятно погулять на свадьбе. На этом наша церемония завершается. Я попрошу наших замечательных гостей расступиться. Расступиться, широко, широко, широко расступиться. И распахнуть нам дверь. Все? Не, ну вообще нормально, красиво. О, как светло. Вот мы пришли в комнату. Сейчас будем пить шампанское. Ты вообще-то держать должен. Выдержит, не выдержит, да? Катя, ну покажи. Ты так говоришь, что фоткаемся. Вот мы зашли вовнутрь. Вот здесь стол молодоженов. Это наш стол. Вас только и ждали. Ну что ж, дорогие дамы и господа, готовы? Это самые красивые, самые счастливые улыбки именно сейчас. Потому что мы начинаем, встречаем самую красивую, самую счастливую пару на земле. Трехкратным поздравляем! 3-4! Самые громкие аплодисменты нашим влюбленным молодоженам! Вот они какие красивые, Екатерина и Иван. Итак, вы сегодня получили звание. Какое? Каждый с гордостью нам сообщите. Каждый за себя. Иван? Не понял. Муж! Ваши аплодисменты. Муж! Жена. Итак, дамы и господа, поднимите руку все тех, кто был на регистрации этого брака. Всем неправда. Я не был. Поэтому я вам не верю, что вы стали мужем и женой. Как можно доказать? Всем нам обручальные кольца сейчас нужно показать. Вот, покажите так, что вот настоящие муж и жена.
сказать честно, сегодня собрались все не просто так, а чтобы отпраздновать, так, чтобы этот праздник запомнился всем. Вам и, конечно же, вам, виновникам нашего торжества. Сегодня все собрались на семейный, праздничный свадебный ужин. И все-таки, как гостеприимные хозяева, это ваш первый совместный семейный праздник, вы, пожалуйста, всех гостей приглашайте к столу. Приглашаем к столу. Ну что, дамы и господа, а пример, конечно, покажут они, наши влюбленные. Под бурные аплодисменты просьба занять свои почетные места в центре нашего зала. Но я думаю, мы не будем просто стоять, дорогие дамы и господа. Просьба всем присаживаться, занимаем свои места, кому как удобнее. Место хватит. Дорогие мужчины, будьте весь вечер настоящими джентльменами, настоящими мужчинами. Уже смело начинайте ухаживать за нашими прекрасными дамами. Просьба наполнить бокалы, а также накладывать на тарелочки. А давайте сегодня будем проще. Дамы ухаживают за мужчинами, а мужчины за дамами. Муж наполняет бокалы жене и самому красивую пару. Красивые они у нас, не слышал? А мы все хотим, чтобы навсегда оставались такие же счастливые. Скажите всем нам присутствующим, вы счастливы сегодня? Да! Пусть так будет всегда. Дамы и господа, кто в дальнейшем этой паре счастья желает сейчас, именно сейчас свои бокалы как можно выше поднимает. А я скажу просто напутственные нужные слова. Живите весело и дружно. Имейте все, что для счастья в этой жизни нужно. Но дело знайте свое туго, что жить нельзя вам, друг. Правильно, что с этого дня вам нельзя грустить нисколько. Гости, давайте дружно, громко крикнем. Стоп. Какая горько, все-таки я понимаю, но традиции должны быть традициями. И говорят, чем больше традиций, тем счастливее и богаче семья. По традиции первый тост на свадьбу относится стоя и выпивается до дна, чтобы уже счастье у каждого из вас была полна. А вот потом разберемся, кому горько, а кому сладко. Готовы? Ну тогда звеним бокалами за счастье наших молодых! Ну что, дорогие дамы и господа, неужели всем сегодня сладко? Все-таки двум красивым и счастливым горько! Молодцы! Только давайте присядем, посмотрим друг на друга, улыбнемся и пожелаем приятного аппетита! Молодцы, красавицы! Ну, раз уж у вас на свадьбе мамы так зажигают, а ведь еще пока трезвые, а какие резвые, молодцы! Что дальше будет ждать от гостей? Конечно, дальше все будет круче и круче. Раз уж мама, всем нам известно, что прежде чем сочетаться законным браком, эта пара прожила достаточно много лет. И, между прочим, у них есть их счастливое будущее. Аплодисменты, господа взрослые, присутствующим здесь детям! Ну, они пока скромные, да. Молодцы, присаживайтесь. Как известно, свадьба — это семейное мероприятие. Должны присутствовать самые близкие, самые дорогие. Тети и дяди! Давайте аплодисменты вместе! Молодцы! Тетушки сразу же слезы, но это слезы счастья. Сегодня можно все, и смеяться, и плакать. Главное, чтобы вечер состоялся, вечер случился и получился. Ну, раз уж есть тети и дяди, должны присутствовать братья и сестры. Как родные, так и двоюродные. Есть такие? Покажите нам, братья и сестры. А их вторые парни, такие.
самые качественные аплодисменты должны звучать, как вы думаете, от кого? Конечно же, от друзей. Друзья, есть такие? Я вас не вижу, я вас не слышу. Друзья! Молодцы! Ну и, господа, давайте, чтобы громкие аплодисменты сидя подарим тем, кто нас сегодня принимает, всем работникам кафе «Грант». Ну, дорогие молодожены, урбанцы, всех приветствую стойко, как правда нет, присаживайтесь. Итак, огромные аплодисменты, бурные аплодисменты, как поаплодируете, такая у вас будет музыка нашему диджею Константину. Ну и самому скромному человеку, который будет в этом зале, не поверите, но это я, ведущий Алексей Птицын. Кто-нибудь аплодирует, он помню, отомщу, если я буду с вами. Ну, не как я говорил, между первой и второй причиной никакой, поэтому просьба всем взять бокалы, рюмочки в руки. И я думаю, никто не будет против, если второй тост тоже скажу именно я. А он у меня будет просто. Все сегодня пришли на свадьбу, но все оказались на дне рождения новой семьи. Вот именно это мы сегодня и будем праздновать, день рождения семьи. И в честь новой семьи, громко только давайте слово крикнем из 3 букв, которое знает каждый русский человек. Гиб-гиб! Ура! Гиб-гиб! Ура! Еще вместе гиб-гиб! Ура! 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 С днем рождения, новая семья! На самом деле, сегодня вечер будет полон приятных неожиданностей для всех гостей и, конечно же, влюбленные для вас. Мы все-таки проверим вас и каждого гостя на прочность. На что готовы гости ради вашего счастья и на что готовы вы в дальнейшем. Я хочу тебя спросить, ты сегодня, когда сюда зашла, сказала, что ты получила красивое звание жена, так ведь? Тогда рядом с тобой должен стоять не я, а мужчина на 3 буквы. Муж! Молодцы, вот сейчас полный комплект. Итак, встаньте, пожалуйста, к вашему столику, чтобы места всем хватило. На самом деле мы сегодня должны обязательно премировать вниманием и аплодисментами тех людей, которые подарили такие красивые звания. К примеру, вот скажи, пожалуйста, Ваня, всем нам присутствующим, это хорошо, когда мальчика любит мама. Ребенка, да? Хорошо, когда мужчину любит жена. Но по-настоящему, говорят, муж счастлив именно тогда, когда его любит кто? Ома. Теща! Теща! Итак, покажи всем нам присутствующим, какой у тещи палец указательный. Не бойся, вот то, что молоденький, неопытный, чтобы тебя теща любила, уважала и помогала, запомни раз и навсегда. У тещи все всегда пальцы указательные. Пригласи тещу на танец, станцуй вместе с тещей. Женщина должна быть всегда с мужчиной. Тестя приглашаем тоже сюда. Вставайте рядом. Будь рядом. Да. Ну, Катюше я тоже хочу сказать напутственное слово. Говорят, невестка счастлива именно тогда, когда она, конечно, жена, когда она мама, когда она хозяйка, а еще когда у нее в друзьях сама она. Свекровь! Конечно, приглашай свекровь на танец. Ой, берегу серебро, моя милая свекровь, лучше всех.
Молодцы, молодцы. Ну что же, вставайте к сыночку. Итак, дамы и господа, посмотрите внимательно в эти красивые, в эти счастливые глаза. И давайте все хором скажем просто. Как вы думаете, что не хватает для счастья молодоженам и их родителям? Что не хватает? Еще детей, еще внуков. Ну, да, надо только пожелать маме не лениться, а трудиться. Да, раз уж готовы воспитывать. Но я хочу сказать честно, давайте вот пожелаем, что необходимо для счастья. Только правду, ничего кроме правды. Вот говорите версии, а вы запоминаете. Вот скажите, вы пожелали детей. А деньги нужны? Ну, что стесняетесь, да. Достатка вам и все. Что еще? Здоровье, вот, чтобы еще детям появились. Нужно крепкое здоровье. Да-да-да. Прекрасное. Итак, папа, наверное, не курит, да? Нет. Итак, дамы и господа, как хорошо, что рядом две мамы, как замечательно, что есть рядом настоящий мужчина-папа. Итак, ему сейчас необходимо добыть огонь. У кого есть зажигалка? У меня. Будьте добры. Обещаем, что вернем. А да, вам уже, видите, дарят подарки. Первые подарки нашего вечера. Зажигалка для папы. Он, конечно, не курит, но, может быть, камин разожжет. Да. Итак, папа, вам сейчас необходимо воспламенить свечу одной маме и второй маме, только мамам. А мы поможем вам это сделать аплодисментами. Зажигалку можете оставить себе как презент от очаровательной блондинки. Итак, дорогие родители, посмотрите, пожалуйста, на это маленькое пламя огонька. Как говорится, пока еще маленькое пламя огонька. Пожалуйста, вложите в него все самое дорогое, все самое большое, что есть на этом свете. Конечно же, вашу родительскую любовь. И пусть именно эта любовь, как и прежде, во всем и всегда помогает вашим детям. Когда надо, согревает, а вот когда нужно, защищает. Дорогие мамы, одновременно под бурные аплодисменты всех гостей зажгите и создайте новый семейный очаг. Вы знаете, дорогие мамы, эти свечи, которые у вас в руках, они не простые, они волшебные. Сейчас все вы посмотрите на эти красивые свечи, загадайте свое заветное желание, и вы, дорогие влюбленные, тоже загадайте еще одно заветное желание, чтобы оно исполнилось. На счет раз, два, три, просто эти свечи потушите, задуйте. Итак, вы загадали? Тогда считаем все хором, всем залом. Раз, два, три! Будьте счастливы! Гости на нашем празднике — это, конечно же, родители. А потом все остальные гости. Я, конечно, скромный ведущий, но я могу поздравить эту пару до самого до утра. У меня язык подвешен, как вы понимаете. Но им гораздо приятнее было получать поздравления именно от вас, дорогие гости, тем более от родителей. И по традиции начинаем с родителей нашей красавицы невесты. Говорите все, что хотите, им все сгодится, им все пригодится, потому что вся сознательная, серьезная, длинная совместная жизнь впереди. Ну что, мои дорогие, наконец-то вы созрели. Не прошло и 13 лет. 13. А это неизвестно какая цифра. 13 лет не прошло, как вы все-таки создали свою семью. В доме был мир и согласие, чтобы вы уважали друг друга и любили. Счастья вам, дорогие мои. Счастья, любите друг друга и цените. Полностью согласен с мамой. Самое главное — здоровье, а остальное все. Вот.
Неплохое направление, молодец. Ничего, давай, чего сами себе желаем. Браво. Молодцы. Слово предоставляется родителям жениха. Дорогие молодожены, с большим удовольствием хочу вас поздравить с днем бракосочетания и пожелать вам огромной и крепкой любви, взаимопонимания, терпения, уважения друг к другу, мира и согласия в вашем союзе, счастья длиною в целую жизнь. Наконец-то! Спасибо. Молодцы, родители. Крепкий вам крепкого здоровья и низкий вам поклон. Не смею вас больше задерживать, занимайте свои места, присаживайтесь. Свечи вам на память, да. Остается родителям. Хочу спросить у виновников нашего торжества. Вот давно гости хотят на перекурить, вот буквально так вот незаметно пройдет первый час. Разрешаем? Разрешаем. Ну тогда первый перекур будет короткий, такой неофициальный. Буквально 10 минут. Можно выйти воздухом подышать, можно начать танцевать. Главное аппетитно гулять, а потом продолжим обязательно. Итак, не терять времени. Сейчас вам необходимо поцеловаться так, как целуются друзья. Как целуются друзья, подсказка в песне. Умеют. Поэтому сейчас давайте все-таки приятно сделаем нашим красавицам, тем, кто более, так скажем, старшего возраста. Вам необходимо поцеловаться так, как целовались в СССР. Нет. В народе этот поцелуй назывался Брежневский или трехкратный. Сначала в одну щеку, потом в другую, смачно в губы. СССР! Молодцы! Вот наконец-то детенушки заулыбались. Работаем на все категории. Итак, вот когда вы показали, как целуются в СССР, во всем мире целовались по-джентльменски, как подсказка в песне. С мужем повезло. Вы знаете, тема СССР всегда будет в тренде, всегда будет в моде. Еще в тренде лихие какие? Вот. А в 90-х был шикарный фильм о любви. Музыка из него звучит «Титаник». Как целовались на «Титанике». Она побежала на нос корабля. Нет, мне многие показывают вот так вот. Это было уже после, да. Она побежала на нос корабля. А он не догнал, он встал сзади нее, чтобы она не упала в холодный океан. Вставай. Она представила, что она птица. Покажи крылья. Вот. Ты держи за талию, Поцелуй на «Титанике». Целуй. В любое место целуй. Но я думаю, вы со мной согласитесь. По сценарию, к сожалению, «Титаник» пошел ко дну. Хотя там было все и деньги, и любовь, но не было удачи. Поэтому представьте, что этот поцелуй – последний поцелуй в вашей жизни. Партнер наклоняет партнершу как можно ниже и целует любое место, в которое дотянется. Последний поцелуй на «Титанике». А сейчас, не сходя с этого места, вам необходимо послать всех присутствующих гостей. Как это можно сделать? Подсказка в песне. Разметочка! Молодцы! Итак, дамы и господа, можно еще один тост от меня? За великое чувство, за... А как пьют за любовь, вы должны знать. Да, как еще? Да, стоя, да. Вот вам повезло, что у вас в зале находится такой человек скромный, как я. У меня ни одна свадьба за плечами, поэтому
Все-таки за любовь, чтобы она всегда была свежа, говорят, обязательно нужно обновлять свои бокалы. Хотя по 3 капли или более того, что вы стоите, обновляйте бокалы. А пока вы обновляете бокалы, я хочу проверить, насколько вы знаете лучшие романы мира. Это просто... Скажите, пожалуйста, сколько вместе ваш дуэт? Почти 3 года. 3 года. Ну что ж. Правильно, правильно. Поэтому все-таки поверьте своим опытом. Да? Ну вот, все-таки опыт присутствует. Вот. Чтобы не скучно было. Но если говорите своим опытом, говорите все, что хотите, и все сгодится, и все пригодится. Поздравляю. Поздравляю. Ну, я так понимаю, жена добавит. Ну что сказать? Берегите друг друга, уважайте друг друга, любите друг друга. И пусть будет много-много раз, сколько у вас уже опыт есть. Пусть будут дети здоровы, пусть дети радуют успехами. А у вас, я думаю, так все есть. Здоровье главное. Да, и не забывайте дарить свои подарки, вот тем более целый сундучок для подарков. Ну что, за все то, что вы сказали, надо понять бокалы? Тогда почему до сих пор вы здесь стоите? Свои бокалы быстренько берите. А мы не стесняемся, все делаем что? Присоединяемся, звеним бокалами. Этот ход вот зайца. И поэтому я хочу сказать, ну что стесняться, зайцы это не только ценный мех, как говорится, да, в юмореске, ценное мясо, но и это самые... И кошки тоже, да. Любвеобильные животные. В принципе, что и те, и другие, может, не стал уточнять, да. Поэтому, внимание, дамы и господа, когда он и она чаще всего остаются дома вдвоем, чаще всего называют друг друга не по именам, а чаще всего вот такими забавными зверюшками. К примеру, она его называет котик. Мой котик, котик, мой котик, котик, котик. Соответственно, он ее называет зайка моя. Меня молодежь попросили, конечно, программу разработать, и я подумал, а почему бы нет, если проведу ту программу, которую провожу на детских утренниках. Ну, а чем отличается? Вы только старше чуть-чуть, на пару десятков от детей, когда отличаетесь. Поэтому я предлагаю вспомнить самых известных заек. Итак, самый известный заик каждому знаком с детства. Нет, программа «Молодец, Степашка». Программа... Что? Что случилось? Я просто вам... Ой, какой красивый. Да, Степашка, правильно вы сказали. Зайка из программы «Спокойной ночи, малыши». Следующего зайка как зовут? Правильно, шоколадная. Итак, внимание. А как назывался мультик? Не нравится маленький? Там и серый волк, и заяц, если помните, да? Итак, внимание. Следующую загадку отгадываем. Что это за зайка? Ну-ка, отгадай. Скок, со стола на потолок. Столик какой, пожалуйста, видимо, дети есть, нет? Да. Двое. Наверное, еще будут. Итак, ну, в этом месте. Итак, ну, вы знаете, свадьба есть свадьба, и когда-то был моден такой конкурс. Вот вам лук от разлук, вот вам свечи, чтобы были горячи ваши встречи и так далее, и так далее. Ну,
Внимание. Давайте пожелаем самое главное, то, что любит Санька. Вы желаете, чтобы молодоженам всегда на все везде хватало. Чтобы у них всегда в кошельке и в доме, в кармане не было пусто, должна у них всегда водиться, что капуста. Хорошее пожелание. Вы сказали, что хотите еще продолжение этой пары, еще детей. Тогда надо пожелать, чтобы у них все получалось ловко, в частности у Имана. Всегда должна морковка. Поэтому сейчас, если вы поаплодируете, в зале появится морковка. Мы будем танцевать ловко. Итак, с кого начнем? Ну, тут говорят, можно с того края, можно с этого. Мы начнем с середины. С середины. Да. Кстати, как вас зовут? Нет, сначала задание. Видите, сцена полностью ваша, и вам надо работать как на главных сегодняшних замечательных хозяев нашего вечера, так и для всех присутствующих гостей. Итак, мне кажется, что вот Андрюша хочет ее взять руками, а я хочу, чтобы Андрюша эту морковку зажал ногами, так сказать, оседлал. И вам необходимо по большому кругу проскакать, как на коне. Давай, Андрюха! Еще кружок! Упала, что упала! Очень хорошо. Хорошо. Можно в строй, можно в строй. Дальше продолжим с девушкой. Можно маму? Заметьте, мама в подфортах, в кожаном. Дальше продолжать не буду. Вы знаете, еще есть такая замечательная традиция. Первый свадебный танец. Есть такая традиция? Поэтому представьте, что рядом с вами не морковка, а мужчина. Прижмите близко, обнимите и станцуйте красивый медленный танец. Итак, дальше девушку в розовом. Как вас зовут? Татьяна. Танюш. Вот неудобно, но, знаете, все-таки 18 лет прожили. Узаконили свои отношения. Хочется, чтобы жизнь была интересна, ни капельки не интересна. Давайте пожелаем, чтобы они почаще навещали ночные заведения. Тоже, если вас возьмут с собой. А вы можете не только поприсутствовать, вы можете показать, как можно танцевать в этих заведениях. Представьте, или это будет он, или это будет пилот. Эротичный танец. Дальше, конечно, давайте уже познакомимся с вами. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий. Давайте вы поближе. Дима, но все-таки надо развиваться. Не только в ночные заведения ходить, но и на концерты.
на роковые концерты. Поэтому у вас будет электрогитара. Вы будете роковым музыкантом. Итак, где струны? Давайте! Дима! Спасибо, что не прыгнули в толпу и не разбили гитару. Да? Не разбили гитару, а полностью это была рокового концерта. Итак, дальше как вас зовут? Виктория. Виктория. Ваше имя означает победа. Надеюсь, вы победите в этом конкурсе. Итак, внимание. Сейчас, я смотрю, вот Виктория, я заметил. Кто Виктория и пьет, и пьет, и ест из мира без мира все те же размеры. Молодец. Да, потому что на спорте, вы знаете, кто такая Анастасия Волочкова? Балерина. Правильно. Когда она бывает на Мальдивах, она всегда делает что? Селфи Со шпагатом. каким? На 180. Поперечным, да, вот это вот. Но мы не будем заставлять вас, потому что чувствуется, что это будет неудобно, но я знаю, что вы это умеете. Поэтому, вы знаете, кто такая Шарапова или Курникова? Теннисистки. Правильно. Чем они стали известны не только своими победами, но они на весь белый свет прославили первую букву русского алфавита. Когда они подают мяч, они кричат. Да. Итак, подавайте на каждый столик мячик. Итак, и издавайте этот звук под музыку. Молодец! Он разошлась. Итак, как вы думаете, кто был лучше? Что аплодисменты? Итак, внимание, первый танец молодых. Полюбуемся на них, но поскольку это премьера, громче аплодисменты!
что Ксюша передала. Говорит, мамочка, поздравь, пожалуйста, Катю, Ваню с днем свадьбы и скажи, что я их очень сильно люблю и жду в гости. Так что имейте в виду. И мы тебя очень любим, и вас любим. Дорогие наши Катерина и Иван, какая вы пара, классная Кристина, вы гармонично смотритесь вместе. И пусть всегда вам будет по пути, и нежность узнается в каждом жесте. Любовь вам подарила два крыла. Вы это так прекрасно берегите, семейного уюта и тепла, счастливой жизни, радостных событий. Любите друг друга, поддерживайте, даже когда это кажется невозможным. Всегда будьте опорой друг для друга. Мы вас очень любим и ценим. Счастья вам и горько. Горько! 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 Мать! И мы от нашей семьи хотим вам подарить такой небольшой презентик на начало вашей семейной жизни. Спасибо, мои золотые, спасибо. Я поцелую. Давайте. Ну, я, наверное, не буду нарушать традицию, как там девушка, а тут девушка. Ты скажи, я скажу. Видели, да? У вас уже все есть, детки, и счастливы вы. Живите дружно и уступайте друг другу. Это самое главное в семейной жизни. Так что мы вас любим, всегда рядом с вами, всегда вас поддержим. Мы вас тоже очень любим. На самом деле, да и не на самом деле, не готовился к тексту, хотя знал, что надо будет говорить. Вчера вечером, засыпая, да, я вспоминал Катю, вот, какой я ее помню с детства. То есть это девчушка с бантами, мама, папа помнят, то есть эти ее здоровые банты, которые она так любила. И для меня, собственно, до сегодняшнего дня, пока я не пришел и не увидел ее с прической в платье, она была все той же маленькой. Сейчас я понимаю, что они столько лет вместе, у них взрослые дети, но для меня она все равно до нынешнего момента была маленькой Катюшкой, то есть моей любимой сестрой. Сейчас я вижу перед собой уже женщину, да, то есть хранителя очага, мать, то есть, блин, ладно, все, хватит, а то сейчас все разревемся. Ваня. Ну, я тебя таким не помню, к счастью. Я тебя помню другим, да, то есть ты всегда был в поиске себя, в становлении, ты идешь к своим намеченным целям, в моих глазах ты вырос очень сильно за все эти года, что я тебя знаю. Ты молодец, ты стараешься для своей семьи, ты делаешь все, что в твоих силах. И, наверное, вот я скажу и от себя, и от своих родителей, да, что мы тебе доверяем Катю. И я уверен в тебе. Я уверен, что ты не предашь, не уйдешь, не бросишь, и вы до конца дойдете вместе. Вы будете любить друг друга, ценить. Каждый раз, когда вы будете ругаться, вот, ну, что бы то ни было, вот я прошу, вот как сказали изначально, да, ну, когда она, да, мы будем честны, тиран она, вот, но вы всегда, то есть она будет орать, ты будешь на нее, все, она быстро стукнет. Давай, утихнет. Вот, ребят, очень сильно вас люблю. Скажу честно, ее больше. Тебя ценю и уважаю. Желаю вам счастья. Дай Бог вам в браке прожить в разы больше, чем вы прожили до брака. Любить друг друга, ценить. Ну, если даст уж Бог нам что, дитя третьего, мы будем рады. Любим вас, ценим. Спасибо. Ну да, я тебя поцелую. По внешности И у нас есть счастливая бутылочка шампанского, но я ее не дам просто так. Достанется это напиток любви и
именно тому, кто мне скажет, сколько сантиметров в высоту бутылка шампанского. Нет, 70 много. 35! 35 ниже 30. Нам меньше. 31,5. Аплодисменты брату, молодец. Но мы так и знали, что это будет очень легко, поэтому мы усложнили вопрос. Наша программа общеобразовательная. Сколько сантиметров в длину проволочка, которая держит пробочку бутылки шампанского? Называется мюзле. Не, меньше 2 метров. Меньше даже метра, но больше 30. Кто сказал 50? Иди сюда, красавица. Кто? Нет, ну. Анна. Да, как вас зовут? Валентина. Это для них влюбленных, это останется тогда, когда мне скажете простой вопрос. Сколько бутыльков в бутылке шампанского? Много. И опять правильный ответ. Много. Еще никто в мире не сосчитал, сколько бутыльков в бутылке шампанского. Заслужила? Да. Вручаю. Волшебно бутылки шампанского шампанского. Дорогие влюбленные, говорят, родню не выбирают. Говорят, родню терпят. Говорят, родню любят, родню уважают. Но по-настоящему семья крепкая именно тогда, когда в этой семье есть родня, само собой, а самое главное, когда есть друзья. Друзья есть? Поднимите руки, друзья! Ну что, дамы и господа, пришло время выпить бокалы, поднять бокалы именно за друзей! Внимание! Вы вдвоем названы самыми активными лицами сегодняшнего праздника. Вы это осознаете? Но, тем не менее, вам необходимо свою активность доказать и показать. Вам сейчас необходимо быстро собрать 2 команды. В каждой команде вместе с вами должно быть 6 человек. Но вы, Алексей, Лисицын. Я Птицын Алексей, вы Алексей Лисицын, да. Созвучно, и вы знаете, это как-то... Запомнил сразу же. Вам необходимо пригласить только одних мужчин. Кого знаете, кого не знаете. Мужская команда с одной стороны, 6 человек вместе с вами. А вам необходимо только женщин. Кого знаете, кого не знаете. Теперь таких же активных, как и вы. Смелее. Каждый решает все. Женщины здесь, мужчины здесь. Вот вы знаете, учитывая особенности зала, я все-таки попрошу наших молодоженов, так сказать, попутешествовать, как Алиса в «Стране чудес». Можно вас попросить вот к тому столику присесть, чтобы вам было видно, потому что вы будете, прежде всего, не только зрителями, но и судьями. Именно вы будете судьями. Вот за любой столик. Итак, внимание! Девочки, можно вас попросить встать всех туда? А мальчиков вот туда, чтобы всем столикам было видно, да, чтобы всем столикам. Итак, вот туда, вот туда. Нормально, да, задом никому не мешаете. Итак, внимание, судьями у нас будут, конечно же, влюбленные, молодожены, а все вы, естественно, будете участниками. Все очень просто, дорогие молодожены. Чтобы в дальнейшем жить долго и счастливо и дожить до золотой и бриллиантовой свадьбы, вам необходимо все-таки уметь считать. Поэтому я тоже хочу внести свою лепту в подарок и подарить при помощи ваших гостей очень нужную вещь. Именно свадебный праздничный калькулятор. Чтобы в дальнейшем вы считали не только деньги, но и самые лучшие мгновения своей жизни. Того другого, пусть ваша жизнь будет, конечно, как можно больше. Итак, калькулятор возьмите тот, который правильно считает, а правильно считает тот, который побеждает. У нас есть синий, это женская команда, и красный, это мужская команда. В каждой команде должно быть по 2 предмета мебели. Итак,
2 стульчика возьмем в эту команду, 2 стульчика возьмем в эту команду. Девочки, получится у вас? А вот, молодцы, да, сразу же сообразили. Итак, стульчики ставим лицом в молодоженов. Вот Леха молодец. Нет, стульчики вот сюда, вот сюда, вот сюда, чтобы судьям было видно, тем более они все фиксируют на память, значит никаких провокаций не будет. Итак, поскольку во всем всегда любимый порядок, не так ведь, вам необходимо встать сначала командами по росту, строимся по росту, быстро, по росту строимся. Мужчина соображает, по росту, отлично. Самое определиться, где начало, где конец. Правильно стоят? Ну так, проверяешь косуки. Неправильно. Девочки. Так, мама. Все, правильно стоят? Правильно стоят. Теперь встаем по растительности волос. От самых длинных к самым коротким. От самых длинных к самым коротким. И ставим подвигайте. А теперь внимание! Встаем так, как стоим по порядку цифры в циферблате. От 0, нет нолик здесь, до 5. От 0 до 5. Вот именно так мы будем считать. Не зеркально, а именно так. Да. Итак, девочки, по-моему, неправильно стоят, да? Нет, девочки, вот оттуда нолик считается. Раз мальчик так встали, так ладно, я все-таки солидарности под мальчиком. Не, вот так вот правильно, отсюда сюда, вот так же на сцене. Итак, внимание, побеждает тот калькулятор, который, естественно, правильно считает. Чтобы правильно считать, я говорю задание, вам необходимо быстренько присаживаться на стульчики. Вот ваши 2 стульчика, вот ваши 2 стульчика. А это значит, что ответственно будет двузначный, это же подсказка. Но также вам можно поднять и повысить за яркое исполнение танцев. Чем танец будет ярче, артистичнее, динамичнее, повысить слово эротичнее, что скрывать, тем балл будет, может быть, выше. Итак, непонятно, да? Но в процессе поймете. Поскольку счет 0-0, я удаляю, чтобы я не пострадал, иду к судьям. Итак, внимание. Поскольку счет 0-0, первый на сцену выходит именно нолики. Нолики выходят на сцену. Вот, молодцы. И чтобы получить первые баллы, начинаем танцевать. Мы за красных, мы за синих. Работаем. Музыка! Вот уж действительно красивая малышка с прикольным чувачком. Ну, а вы знакомы друг с другом? Такое ощущение, что вместе где-то они клубятся, танцуют, зажигают. Да, поэтому, я так понимаю, это 1-1? Да. За танец 1-1. Первый балл перенесли своим командам. Молодцы. Внимание, вопрос. Сколько зубов во рту у человека должно быть? Садимся. У взрослого. Присаживаемся, здравия. Еще. Девочки, 23 мало. 23 мало. 32, да, всегда не счастье. А мальчики, молодцы, получают балл. 2-1 в пользу красных. На сцену выходят первые номера. Вам, чтобы получить следующий балл, необходимо танцевать ярче предыдущей пары. Ждите! Еще! Я так понимаю, это для вас туща была, да? А как хорошо начал, да? А потом она задавила авторитет. А сейчас разрулим, подождите. Но вы знаете, я неоднократно видел и слышал, как танцуют под угонщицу девчата. Но чтобы мужчины под угонщицу удавала так танцевали. Итак, кому даем балл? У мальчиков 2, у девочек 1. Девочка. Точно рулит. Ладно, 2-2. Молодцы, счет сравнялся. 2-2. Вопрос. Ягодный возраст жизни женщины. Принято считать сколько?
Садимся быстрее. Девочки были первыми, правильно. Вы сели, девочки, или нет? 3-2 в пользу команды синих. Возвращаемся в места. Нет, девушки были просто быстрее. Возвращаемся в свою команду. Быстрее были. На сцену выходят двоечки. О! Готовы? Лебединая пара. 2-2. Ждите, ребята. Браво, браво. Какой темперамент. Дима, чисто сразу же опыт присутствует. Или не сразу же. Срок годности далеко не истек. Молодец. Итак, кому даем балл? Тут, конечно же, мужчина. Получается... 3-3. Нет. Да. Да? 3-3. Нет. До этого я как могла с девочками видела. Так что 3-3. Нет, 3-2 было в пользу девочек. Вы пьете, я пьянею, да? Я специально спрашиваю. Мужики выигрывают. Нет, 4-3. 4-3. 3-3, да? Понятно, ты меня спутал. 4-3. Да. Итак, ладно. 3-3. Подождите, сейчас вопрос или вы меня совсем спутали? Сейчас вопрос. Ладно, вопрос такой будет. Серебряная свадьба, чтобы ее отпраздновать, сколько уже будет вместе? Сейчас празднуют девочки. 25. Серебряная свадьба отмечается. Девочки уже на лосике. Не, Дима, тут не жили. На картоне потом посмотрите, да. А мы потом посмотрим. Я всего лишь ведущий, судьи молодожены. Кому даем балл? Двоим. Ладно, 1-1. Получается сколько? 4-4? Тем двоим. Да. Тем двоим. Слушай, вот настоящий политик у него тут сидит, да, умеет запутать. Ладно, он сказал двоим, да, двоим. Получается... 4-4. Он говорит, тем двоим. Ладно, теперь 4-4. Танец разрулит все. На сцену уходят троечки. А сейчас будет стриптиз, наверное. Девушка в красном. Андрюша умеет. И она умеет. Мне кажется, это жарко. Можно не стесняться, пора раздеваться. Долгое прелюдия. Спасибо. Но как-то вы потанцевали неплохо, руками помахали. Знаете, за этот танец мы ставим 0-0. Потому что стриптиз – это снятие одежды. А никто из вас не разделся. А такого не было вообще. Но музыка эротичная. Да. Поэтому, внимание, получается, счет остается тот же. 4-4. Вопрос. Сколько месяцев в году? Быстрее. Быстрее. Мальчик 12, 5-4. На сцену выходит четверочки. Ну давайте, друзья. Вместе сидите, теперь танцуйте. Да, полегче. Покажите, что пример быстрее. Но я даже тут не знаю, знаете, никакого было взаимодействия в танце. Нет, вот это одна из единственных пар, которая друг друга
Ну, нельзя говорить, соблазняла, да? Но они были в танце глазами друг друга. Очень красиво получился дуэль. Кому даем бал? Обоим. Обоим. Видимо, ремонт будет делать, да? Обоим. Обоим. Да. Получается сколько? 6-5. Вот здесь, да. Мальчики все-таки на 1 балл выше. 6-5. Сейчас очень сложный вопрос. Когда, какое число, мы все отмечаем Новый год. День рождения Нового года. Русские люди начинают 31-го, а день рождения 0, быстрее. 1 января 0. Бал достается. Надо было разместить, да. 0 1 января Новый год отмечается, день рождения. Поэтому, да, 31-го мы подготавливаемся, провожаем старый год. Поэтому Подвохом. 6-6. На сцену выходят пятерочки. Ну, мы должны все за меня. Смотри, поклонники встали с таких рядов. Но мне понравилось оба участника, даже спрашивать не буду. У обоих темперамент был хороший, поэтому один, оба с каким кайфом закрыли глаза и танцевали. Не знаю, кого там представляли. Да, действительно, понимаешь. Поэтому 7. 6. 7-7. 7-7 было 6. 7-6. Нет, было 6. 8. 8-7. Нет. Не суть, девочки. 6-6 было 7-7 сейчас. 7-7. Решающий вопрос, короче говоря. Внимание, сосредоточьтесь. Давайте ничью. Девочки, да, это зависит от девочек и от мальчиков. Крайние, я уже подсказал. Сосредоточьтесь, крайние. Золотая свадьба. Сколько вы вместе? Хотите быстрее? Получается 8-8, вот это правильно. Поэтому побеждает что? Молодцы. Главное не победа. Ну, как всегда в жизни, по статистике женщин больше, чем мужчин. Поскольку русские люди у нас всегда такие забавы интересные были, знаете. Вот насчет раз на 3, стенка на стенку, но девочки, мужиков беречь надо, вы же их запомните. Да, я понимаю. Поэтому, внимание, у нас есть команда мужа, ваши аплодисменты. Команда жены, ваши аплодисменты. Сейчас будет все очень просто. У нас не будет драться, как бы так, да? Драки это не про нас. Это на золотую свадьбу, там уже терять нечего будет, да. Все высокие челюсти вставляют. Да. Поэтому, внимание, у нас будет танцевальный пакет. Но стоять нельзя минус балл своей команде, поэтому работают все, ели, пили, поэтому надо отработать свои 100 грамм горячие. Все просто. Если будет петь женский вокал, танцуют кто? Девчата. Если мужской, ребята. Кто кого сделает? Поехали. Согревает огонь, сжигает земля, ты ночью с тобой, мы танцуем засыпает каждый, оживает моря, сегодня с тобой потанцуем. Неплохое начало, ребята. Женщина,
вас красиво показывает. Музыка для мужика! Музыка для мужика! Музыка для мужика! Да нет, наоборот, хорошо. Чего вы пальчик? А кому вы из них, я не понимаю, все? Итак, внимание, кто сейчас будет танцевать? Внимание. Стоп, стоп. Раз, два, три, танцующая фигура за мной. Кто-то успевает еще и поесть. Да. Итак, мне нужно главное, еще кормят. Главная девочка нашего вечера здесь, мальчик сзади, девочки. Ручки на талии. Сейчас это танец. Короче говоря, надо сейчас встать, как в детском саду, паровозиком. Но мальчик, девочка, мальчик, девочка. Итак, поехали. Следующая девочка, следующий мальчик. Не, это паровозиком. Ручьем. Можно девочка с девочкой, можно мальчик с мальчиком. В наше время можно все. А вот мальчик стоит, девочки, мальчик, заберите. Вот. Ручки держим на талии, паровозиком. Стоп, стоп. Как вы думаете, какой танец мы сейчас пляшем, чтобы родителям понравилось? Ну, ламбаду танцуют все. Летка-енка нет. Вдруг кто-то не туда прыгнет, потом будет синяки на ногах, тяжело будет ходить. Там платье, да. Итак, внимание. Не знаю. Но ламбаду танцевать умеете все. Давайте покруче все-таки. Смотрите. Ну там восьмерочка. Да. Не умеет говорить. Итак, внимание. Есть такой напиток и песня. Виски, кола, королева танцпола. Есть такой, да? Разучим сейчас, давайте танец. Хореография проста. Как только слышите слово виски, шаг вперед, правой ногой. Кола, левой ногой. Королева танцпола, восьмерка до пола. Держится при этом за талию соседа и соседки спереди. Итак, готовы? Правая, левая, восьмерка. Правая, левая, восьмерка. Катя, рули. Поехали под музыку. Правая, левая, восьмерка. Правая, левая, восьмерка. Правая, левая, восьмерка. Молодцы. У кого-то с первого раза получилось даже неплохо. Закрепляем материал кругом. Опа! Вот. Вам необходимо сейчас постараться взяться через одного человека, то есть сужаемся. Будет проще, поближе, да. Через одного сужаемся, туда, не размыкаемся, да. Через одного, вот, хорошо. Чувствую, какая ты счастливая, между такими богатырями стоишь. Нет, ручки не у него, а у нее. Вот. Да, через одного беремся, через одного. Правильно. Вот. Итак, то же самое, правая, левая, восьмерка, правая, левая, восьмерка, но побыстрее, поехали. Продолжаем в том же духе. В этом конкурсе побеждает любовь. Танцуют все. Наших влюбленных поздравляет подруга Анастасия. Имена-то сегодня какие все. Что я хочу сказать? Мы уже давно вместе, и познакомилась с вами как-то так, как все, на работе, с кем-то на работе, с кем-то нет, уже потом. Вот, я очень счастлива приобрести для себя таких прекрасных людей, ваших детей, всех уже прекрасно знаю, ну вот, вас как семью. Сейчас, ровно ничего у вас не изменилось, только стало все официально.
Вы хотели торжество такое устроить для себя, наверное, как каждая девочка хочет, тоже белое платье одеть. У вас это все состоялось сейчас, в данный момент. Вы совсем чуть-чуть еще прожили вместе, совсем малость. Желаю вам еще как минимум раза сать, как говорила мама, прожить столько. Вот. Вам главное, наверное, понимать друг друга, ценить, уважать, слушать, прислушиваться к каждому там слову, не ссориться, не разбегаться, не уходить, а все решать за помещение, так сказать, не выходя за дверь. И радоваться, наверное, каждому мгновению, прожитому вместе, каждой секунде, приобретать шампанское друг друга, все самое лучшее. Вот. И здоровье детям. Сейчас счастье же такое, наблюдать сейчас уже за детьми не совсем маленькими, такими маленькими, а уже за подрастающими. У вас тоже сейчас радостных моментов. В общем, сказать, как я вас люблю, тут, я не знаю, как это вообще сделать, потому что это невозможно. Это можно только почувствовать что в данный момент на расстоянии. Мне очень вас не хватает, и я желаю, чтобы теперь уже вы ко мне приехали наконец-таки, и мы чаще как-то виделись, встречались, вот, и уже полными семьями. Вот, в общем, долгих вам семейных лет официального теперь брака. Вот, в общем, я как обычно. Это прекрасно, ребята. С бокалами. Громко, звонко. Пусть все случается. Пусть все получается в жизни наших влюбленных. Мы вас поздравляем с знаменательным днем вашим. Мы очень рады и счастливы за вас. Мы не будем говорить всего того, что говорили, конечно, люди, и желаем вам всего и счастья, и здоровья, и любви, и чтобы деятельности, здоровья, чтобы harmoния в семействе, конечно, было. Что мы пожелаем? Это прекрасный парень, мама Екатерина, мы желаем счастья, здоровья, любви, все, что они себе пожелают, естественно. Будьте все такими яркими, насыщенными, красивыми. Такой парень просто, вас нет всего. Желаю вам столько счастья, я не знаю, чтобы все сбылись мечты, которые вы на будущее наметили. Я очень рада, счастлива. Очень рада, что у меня есть такая подруга, как Екатерина. Очень рада, что у меня есть такая замечательная подруга Екатерина. Да, уже всегда тоже, что замечательно. Замечательный муж Екатерина такой, что всегда и поможет, подскажет, всегда рядом с такой прекрасной Екатериной. Не Екатерина, да? Екатерина первая, да, видите, это все об этом говорит. Это человек, который... Да. И здесь, и вообще даже Екатерина великая, да, это говорит о многом, это говорит о том, что человек идет выяснить. Да, это замечательный человек, который пойдет далеко, и я желаю ей всего счастья. Замечательно. Счастья, мои любимые, наши любимые. Желаю вам счастья, здоровья и всего, чтобы с вами всегда. Мы вам очень любим. Потрясающее поздравление. Девочки, не забудьте вручать подарок. Что мама можно сказать хорошего, что можно сказать плохого? Ничего. Можно, реально можно. Вот, но так или иначе, мы желаем вам, чтобы все ваши, скажем так, намерения, ваши видения в будущем, они сбывались. И самое главное, это реально иметь цель. То есть не просто какую-то эфемерную, да, а конкретную цель, разбитую на полцели. Если вы к чему-то стремитесь, и есть итог, которого вы хотите достичь, то должен быть первый шаг, второй, третий, четвертый, того, что вы конкретно и четко понимали эти шаги, ну и, соответственно, вам понадобится в этом поддержка друг друга. Собственно, твоя поддержка понадобится Лене и... Лене? Да, Лене такое, я извиняюсь, просто на себя немного перенимаю, да, я очень волнуюсь в этом плане. Екатерине, да, Екатерине, твоя поддержка понадобится и вам, даже если вы не разделяете свои взгляды на будущее. Вот.
Ну, теперь хочется, чтобы Лена сказала пару хороших слов вам в напутствие. Я извиняюсь, конечно. Я забыла букву. Я поздравляю вас с рождением вашей семьи. Желаю, чтобы у вас все было замечательно. Дети вас радовали. Благополучие вашей семье. Пусть ваши все планы сбудутся. Будем за вас очень болеть. Спасибо. Счастья вам. Спасибо, мой золотой. И еще секундочку. Ребята, а где бы вы ни находились, Иван, Екатерина, сколько мы с вами уже общаемся, я понимаю, что где бы мы ни находились, на каком расстоянии друг от друга, мы всегда посильную поддержку вам окажем. Ну и я надеюсь на взаимность, и прямо до старости лет, чтобы и дети наши вместе общались, и вообще все у нас было жизнь круто. Я тоже очень надеюсь. Поднимаем руки! Молодцы, но вы не крутите, это слишком просто. Давайте влево и вправо, потуже руками. Поздравить наших влюбленных. А где у нас красавица, которая хотела вместе? Отсутствует? Сейчас подойдем, да? Ну что ж, пока вы готовитесь, я хочу сказать тост. На самом деле надо успевать поднимать бокал за самое главное. Ничего никогда не будет, ни золотой свадьбы, ни серебряной, ни даже первого года, это зеленая свадьба. Вообще никакого праздника не будет, если мы не поднимем бокалы всего лишь за 3 буквы, которые часто пишут на заборе. 3 буквы, то есть каждый ребенок защищает каждый мужчина, любит каждая женщина. Мыслим глобально. Вот, дом, хорошее слово, что еще? Мир!
душ, мир. Вот. Конечно же, за мир надо поднять бокалы. Вы знаете, где только мы не были, кого только не поздравляли, вот в команде зрителей всегда кричат «дом». Девушки, которые свободны, они кричат «муж», тоже хорошее слово на 3 буквы. Сон тоже нужно тем, кто всегда трудоголики работают, правильно? Поэтому мне хочется, например, с одного столика по одному смелого мужчины. Итак, с вашего столика кто? Ну давайте. Как зовут? Леонид. Пойдите к Леониду бурными аплодисментами. Леонида, пойдите бурными аплодисментами. С вашего столика кто из мужчин выйдет? Я обещал просто стриптиз. Кто? Ну, Лёва, давай. Ну давайте, кто еще не выходит? У нас старых не бывает. Что вы дела? Нормально. Так, ну, те же люди, да? Опять мы. Я просил с каждого столика, наверное, Катя, ты отдашь вами ненадолго? Да. Скачки мы имитируем. Для этого давайте просто порепетируем. На счет раз наклоняемся вправо. Раз. Да, удержаться в седле нужно. Раз. 2, не пусть держится. На счет 3 назад. На счет 4 обнимаем коня. Вот. Главное удержаться в седле. Кони это живые, ретивые. Запомнили? Раз, 2, 3, 4. Ну, вы же понимаете, что мы артисты, аферисты, можем немножко иногда обсчитаться. Поэтому под разный счет, но надо быть внимательным. Итак, готовы? Под музыку, девочки, ваши принцы к вам скажут аплодисменты. Погнали, делай раз, делай 2, делай 3, делай 4, 2, 4, раз, 3, раз, 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4, 3, 2, раз. Стоп. Ну, вы знаете, сложновато. Главное, удержали в седле, и все остались живы. Молодцы. Подъем. Встали рядом с конем. Рядом с конем встали. Стоп, рядом с конем. Итак, прискакали к своим любимым, к принцессам. И надо сделать все так, чтобы ваши принцессы вас услышали. Нашли глазами свою любимую. Нашли? Каждый нашел глазами свою любимую. Чтобы принцесса вас услышала, для нее необходимо что сделать? Спеть. Но вы знаете, я вас подставлять не буду. Вы споете также под фонограмму. Этого певца любите вы, не любите, но знаете точно, потому что хит, он посвящается, эта песня его посвящается всем присутствующим дамам. Она так и называется «Все для тебя». Стас Михайлов, но вам нужно петь так, чтобы они поверили, что поете именно вы, то есть глазами, руками и жестами, эмоциями. Готовы? Поехали! Цветочные бокалы для тебя, лишь для тебя, горят на небе звезды для тебя, безумный мир наш создан для тебя, живу и я под солнцем для тебя. Молодцы! А ведь мелочь, приятно как, да? Приятно, аж даже кто-то растроган до слез. Но, внимание, после такой песни, после такого сюрприза я точно знаю, что любое женское сердце оттает, и она с удовольствием согласится впасть в ваши объятия. Поэтому представьте, что рядом с вами это уже не стул, рядом с вами это не конь, рядом с вами это ваша любимая. Взяли стул, прижали к себе так, как прижали бы свою любимую, и просто что сделали? Станцевали! Как ни крути, как ни говори, все-таки в любом возрасте, говорят, мужчины ведут себя как дети. Ну что же, держите по призу. Я думаю, здесь все заслужили не только призы, но и аплодисменты. Ребята, только не забудьте стульчики поставить на место. Итак, поскольку у нас сейчас
участвовали наши замечательные мужчины. Я думаю, словом отдадим как раз нашим потрясающим девочкам. Потому что я смотрю, что там за подарочек? Хожу, и тут еще подарок не подарили. Так, девочки, готовы? Ну, для начала хотим вам подарить, как уже пара, официальная пара. Официальную пару. Чашечки. Чашечки непростые, думаю, вы посмотрите, что они отличаются. Я не могу сказать, что они парные чашки, да, чашки для парни, специально для мужа и жены. Вот так у вас еще. Поэтому они упакованы, я всего их не до всех глаз, но потом я думаю, что по фотографии мы все увидим. Ну, естественно, к чаю, как вы думаете, да, мы пустые чашки мы не можем подарить. Естественно, к чаю чайный набор. Спасибо. Они тоже с вами же будут чай пить, правда? Да, но самый последний сюрприз, который он в подарке сделал практически собственноручно. Да, почти что. Почему почти что? Потому что не во всех процессах я участвую. Но на этом подарке стоит ваша дата свадьбы. И срок годности 9 месяцев. Причем, заметьте, я почему констатирую факт, доставай, Андрей. Это красная икра собственного производства Карелии. Да, ну посмотрите, да, там действительно, если кто не верит, я могу сказать, что вам стоит, да, вот, да, таблица, да, которая со мной поставлена. И срок годности 9 месяцев, причем не мной поставлены, но стоит. Это чай, да, ну вы с маслом не идете, а уж корочку от меня, пожалуйста. Спасибо, пакетик отдайте, можно присесть. Все, да, присядьте, уйдите. Спасибо большое. Все. Так, ну еще у меня, да, вот, к сожалению, у меня конвертик туда не поместится, а он у меня здесь. Но он с открыточкой просто, Катюша, Ваня, Катя, да, я, скромный вклад ваши мечты, желания, отдаю лично в руки, там уже распорядитесь, как вы распорядиться, кому это. Поздравления там прочитать, уже не буду читать. Спасибо. Ой, да, мы тебя весь день пытаемся. Да, уже что научил, 18 лет бережем, будем бежать. Ну и самое главное, ну, как вы уже знаете, я без этого не умею выступать, поздравлять. Песня. Работаю на камеру. Все? Съемка поставлена? Нет еще? Да, идет. А, уже идет давно, да? Итак, дамы и господа, не подведите меня. Все дружно, громко кричим слово «Горько! Горько!» Аплодисменты! И все это было не случайно. Для того мы кричали горько, чтобы навсегда вам было сладко. Если вы сейчас еще громче поаплодируете, у нас появится вкусный сладкий торт. Встречаем шедевр
кулинарного искусства громкими аплодисментами! К этому шедевру кулинарного искусства подходят только двое, он и она, муж и жена. Внимание, муж берет нож, а жена кладет руки на руки супруга. И вместе вам необходимо отрезать самый большой или маленький удаленький кусочек тортика. Но пока вы отрезаете, подумайте, кому он достанется. Ведь кому он достанется, тот будет намного счастливее. Итак, готовы? Дамы и господа, аплодисменты в помощь молодоженам. Отрезаем первый кусочек счастья. Вы знаете, без вашей помощи у них ничего не получается. Громче аплодисменты. Кладем на тарелочку. Ребят, как получится? О, молодец! Как с мужем повезло! Счастливая, красивая женщина! Итак, вот у нас первый кусочек счастья. Покажите всем! С нетерпением хочется узнать, кому же он достанется. Держи, сумка. Итак, кому же достанется первый кусочек счастья? Вы знаете, мы так подумали и решили. Все достойны быть счастливыми. Но кусочек тортика только один. Самый сладкий, самый вкусный, самый волшебный, он только один. И молодожены решили эту сложную миссию возложить на меня. Потому что большую часть времени микрофон был в руках у меня. Они решили: Алексей, скажите вы сами и вручите этот кусочек счастья, потому что мы подумали, продавать счастье не купишь, отдать тоже не получится, согласны? Поэтому, дамы и господа, первый кусочек тортика достается мне. Ну, на самом деле, конечно же, не мне, не вам, ни друзьям, ни родственникам, и даже не детям, потому что первый кусочек тортика достается им самим. Потому что вы стали мужем и женой, а это значит, нельзя разбазаривать семейное имущество. Итак, внимание! Покормите, пожалуйста, друг друга из ложечки. Дамы и господа, вот она, сладкая парочка! Ну, кладите, потом доедите, этот кусочек действительно ваш. А сегодня каждый из вас, дорогие гости, должен попробовать хотя бы чуть-чуть и стать намного счастливее. А мы сейчас должны о самом главном. На сцену выходит он и она, муж и жена. Под ваши аплодисменты. Итак, мы должны узнать, на чьей свадьбе в дальнейшем будете гулять. Поэтому, внимание. А почему жена вышла с пустыми руками? Мы хотим сказать честно. Екатерина, ты получила звание жена. Значит, букет невесты тебе уже не нужен. А он нужен той, на чьей свадьбе вы будете гулять. Мы будем бросать или ты хочешь вручить? Нет, я вручу. Итак, дамы и господа, внимание! Кому же она вручит этот букет? Вместе с букетом она передаст почетное звание, звание невеста. Вручаем! Мы вас поздравляем со званием невеста!
А денег нужно ровно столько, чтобы не нуждаться, чтобы жизнью наслаждаться. И как вот я тут шутил, все должно быть регулярно, все должно быть, и любовь тоже должна быть в жизни каждого из нас. И помните, все мы счастливы, потому что мы рождаемся, чтобы быть какими самыми счастливыми. Вот все это должно быть у каждого, кто здесь находится, а вы сейчас должны потрудиться. Подходите к каждому, извините бокалами с каждым. Приходите в их дом почаще, извините бокалами погромче в их доме. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь, и вином угощу молодоженов. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь, и вином угощать, буду песни вам петь, прослушаю мой разговор. свадьба? Супер! Но вы знаете, я не могу просто так не спросить каждого. Вашему счастью правой рукой. За счастье завтрашнего дня. Левой. Прилетела крылья себе. Бери меня, выбери меня. И за счастье завтрашнего дня. Опять правой. Мне без звезд на серебра. Опять левой. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Гитара звенит, надежное сердце, любовь сохрани. Сердце, любовь сохрани. Птица удачи, опять Ручки выше, аплодисменты громче. утро завтрашнего дня. Левой. Кто-то станет первым. Вот себя. Кто-то, а не я, кто-то, а не я, служит песня завтрашнего дня. Свет и танцы, есть надежда. Не закрывай меня. Выбери меня, и за счастье завтрашнего Да, руки по кругу. дня. Гитара звенит,
А то что-то как-то вот я даже и назад сел, прикинь. Они ты же танцы должны меня вытащить и забрать. Кость, есть калинка? Вот сейчас будет калинка, малинка. Вот, ну, сейчас вы будете себе калинку малинку. Вот, правильно, Катя, вот правильно. Поднимай всех. Давайте все втроем. Вот они, наши любимки. Энергичнее, энергичнее. Только взял камеру в руки и все устали. Теперь у нас Наталья.
Рома тут пришел ко мне. Давай. Брейкданс Рома танцует. Ну что, друзья, вот и подошел день нашей свадьбы к концу. В общем, все, мы уже дома. Я уже переодела платье. Сейчас буду разбирать прическу, коронку свою снимать, сережечки, да, все дела. В общем, ничего сейчас рассказывать долго не буду. День был эмоционально очень такой, да, загруженный, заряженный. В общем, еще куча дел. Мне хочется ложиться отдыхать. Ну, вы все сами видели, как все было, свои впечатления, какие-то эмоции, какие-то интересные рассказики, вы знаете, да, от Катюшки. Все будет в следующем видео. Ну а пока всем спасибо за просмотр. Мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока.